Здравствуйте, это радио Вашингтон, у микрофона Данила Гальперович. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и о ее глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?». И вот его главные темы. Пасхальное перемирие и новый план США по Украине. Европа реагирует на заявление президента Трампа о мирном процессе. Москва и Минск наметили маневры на осень. Скончался Папа Римский Франциск. Как понтифика вспоминают в Украине. В прошедшие выходные Владимир Путин анонсировал так называемое пасхальное перемирие, которое должно было продолжаться с 6 вечера 19 апреля до полуночи с 20 на 21 апреля. Путин выступил с этим объявлением меньше, чем за 2 часа до обозначенного им начала этого перемирия, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена прекратить огонь, если Россия его действительно прекратит. За время так называемого перемирия и после его окончания Москва и Киев обменивались обвинениями в его многочисленных нарушениях. Многие медиа в США сочли это объявление Путина сигналом Трампу и информационной подачей американскому лидеру и его команде, которые могут теперь ссылаться на якобы проявленную добрую волю Кремля в дальнейших переговорах по Украине. Соблюдалось ли перемирие хоть в какой-то мере и на каких направлениях возобновились военные действия сразу после начала 21 апреля, об этом я поговорил с военным обозревателем независимого издания «Медуза» Дмитрием Кузнецом. Перемирие отчасти соблюдалось. По крайней мере, оно привело к снижению интенсивности боевых действий всей линии фронта, кроме, может быть, границы Сумской области и Белгородской, где все продолжилось так же, как и было до перемирия. В остальных местах действительно использовались дроны камикадзе, но не так интенсивно, как в обычные дни. Практически не использовалась артиллерия, удары по тылам тоже практически отсутствовали. При этом сразу после того, как перемирие закончилось, возобновились боевые действия в тех же местах и с той же интенсивностью, как это было до Пасхи. Прежде всего, речь идет о российском большом наступлении между Торецком и Покровском в направлении на город Константиновка, который прикрывает агломерацию Славянска и Краматорска. Самое важное для Украины место в Донецкой области. Очевидно, что агломерация Славянска и Краматорска является основной политической целью Кремля на ближайшее время. Без захвата этой агломерации нельзя будет говорить о полном контроле Донбасса. Поэтому такое наступление давно ожидалось. Также очевидно, что оно потребует очень существенных сил. Кремлю нужно будет привлечь к этому все возможные резервы, которые у него есть. Сейчас мы видим просто подготовительные мероприятия к этому наступлению. И вполне вероятно, летом нас ждет битва вокруг этой агломерации. Не только с ее южной части, то есть со стороны Константиновки, но и, возможно, с северной, со стороны города Лиман. Это южная часть Купинского фронта. Там тоже идут бои. Российские войска пытаются прорваться к Лиману с востока и с севера. Мы видим продолжение этих наступлений. Ничего нового, никаких новых направлений не возникло. Есть явно отвлекающие действия в Запорожской области, в районе города Орехов. Там тоже возобновились российские атаки. При этом нам по-прежнему неизвестно, где находятся основные силы, которые участвовали в сражении за Суджу. Ясно, что большая часть сил отведена от фронта на границе Курской и Сумской области, но пока они нигде больше не появились. Анализ Дмитрия Кузнеца. При этом Киев сообщил о точной дате второго раунда переговоров по миру в Украине между США, европейскими державами и Украиной в Лондоне. По словам Владимира Зеленского, он состоится 23 апреля. Зеленский добавил, цитируя его пост в сети X, «Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установленного реального и длительного мира». Конец цитаты. Как сообщает агентство Bloomberg, от США в Лондон поедут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Кит Келлог. Официального подтверждения этой информации пока нет. Украину в Лондоне будут представлять руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, глава Минобороны страны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и замруководителя Офиса президента Павел Полиса. Есть ли у США план для этой встречи и план мира вообще? Похоже, что да. Президент США Дональд Трамп встретил эту новую неделю оптимизмом относительно остановки российско-украинской войны. Накануне Дональд Трамп проанонсировал в своей соцсети Truth Social вероятность заключения сделки в самое ближайшее время. Не исключено, что Трамп рассчитывает на успех нового американского плана урегулирования, о котором подробно пишет Wall Street Journal.
Борис Кольцов расскажет все подробности. В минувшее воскресенье президент Трамп написал в своей «Правде» следующее. «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес с США, что несет процветание и богатство». Конец цитаты. На чем основан этот оптимизм, Дональд Трамп не пояснил, но нельзя исключать, что он рассчитывает на успех американского плана, с которым, по данным источников Wall Street Journal, прилетали в Париж в конце прошлой недели госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уитков. В секретном документе, о котором идет речь, есть уже известные пряники для Москвы, такие как признание российского статуса Крыма и отказ Украины от вступления в НАТО, так и новые идеи, о которых как минимум еще не сообщали в контексте американских предложений. В первую очередь это объявление территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной с передачей ее под контроль Соединенным Штатам. Захваченная еще в 1922 году атомная электростанция по сей день находится под контролем российских оккупантов. Реакция Москвы на подобные предложения пока неизвестна, так же как и другие пункты плана, не соответствующие известным ожиданиям Кремля. Например, США не планируют признавать право России на Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области Украины. Вашингтон при этом, как пишет Wall Street Journal, готов смириться с пребыванием российских военных на этих территориях, но не будет признавать их частью страны-агрессора. Также пока секретный план не предполагает ограничения численности украинских войск и не исключает военную поддержку Украины или размещение на ее территории европейских войск. Wall Street Journal утверждает, что американцы сейчас ждут ответа Киева на их план, и не исключено, что он будет получен в конце этой недели в Лондоне на встрече официальных лиц США, Украины и Европы. И если результат будет позитивным, предложения могут быть переданы Москве. Если реализация этого плана сейчас действительно зависит в первую очередь от позиции Украины, это объясняет прозвучавшие в конце прошлой недели, сразу после переговоров в Париже, тезисы американских официальных лиц о возможном выходе из переговорного процесса. Еще во французской столице госсекретарь США сообщил, что если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты. Уже в пятницу примерно с тем же перед журналистами выступил сам Трамп. Если из-за позиции России и Украины задача завершения войны окажется слишком сложной, то он, пожалуй, откажется. При этом американский президент выразил надежду, что этого не придется делать. В офисе президента Украины пока не подтверждают тезисы источников Wall Street Journal о признании аннексии Крыма. Как заявил сегодня советник главы офиса президента Сергей Лещенко, все переговорщики, посещающие либо встречи в Саудовской Аравии, либо во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. Также известна реакция официальных лиц Киева на скандал, случившийся в пасхальную ночь. Прямую трансляцию из Михайловского собора телеканал Fox News обозначил титром «Киев, Россия». Уже в воскресенье МИД Украины потребовал извинений. Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Рассказывал Борис Кольцов. Как на американские планы реагирует Европа? Понятно, что в европейских столицах относятся к предложениям Вашингтона с большой подозрительностью, учитывая нынешнее состояние отношений между Америкой и Евросоюзом. Из Брюсселя рассказывает Валентина Васильева, наш спецкор в столице европейских институтов и автор телеграм-канала «Брюссель подслушано». Пятничные заявления Дональда Трампа о том, что если одна из сторон будет усложнять наступление мира, он объявит ее глупой и ужасной и просто отойдет от попыток решения конфликта, вызвали неоднозначную реакцию в Европе. Один из самых ярких сторонников Украины в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии, а ныне евродепутат Ги Верховстад, заявил, что таким образом Трамп и Рубио хотят бросить Зеленского и сблизиться с Россией.
Они также могут обвинить Европу, заявил Верховстат. Евродепутат от Германии Михаэль Галлер саркастично отметил, что Путин может рассчитывать на Трампа. По его словам, Москва может хоть каждый день обострять ситуацию, а когда Киев захочет защищаться, Трамп упрекнет Украину в нежелании мира. К объявленному в субботу перемирию в Брюсселе тоже отнеслись настороженно. Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Украина уже больше месяца назад согласилась на безоговорочное прекращение огня и подчеркнула, что Россия могла бы остановить военные действия в любой момент, если бы действительно этого захотела. В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X назвал объявленное Путиным прекращение огня медийным трюком. Подход Путина к пасхальному перемирию немного похож на голодовку между завтраком и обедом, когда он тайком ест конфеты. Атаки продолжаются, поэтому это односторонне объявленное прекращение огня больше похоже на медийный трюк, чем на реальность. В Британии и Италии Россию также призвали к полному прекращению огня, а не только к однодневному перемирию. Вместе с тем в Брюсселе пока не реагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что Белый дом передал Украине предложение по прекращению войны. Как пишет Wall Street Journal, в прошлый четверг на встрече в Париже американская сторона конфиденциально передала предложение украинской делегации. Среди них признание аннексии Крыма и отказ от вступления Киева в НАТО. Как ранее писало агентство Bloomberg, в этом предложении также значится возможное ослабление санкций против России в случае длительного прекращения огня. Ответ на это делегация США рассчитывает получить от Украины в Лондоне. На этой неделе там должна состояться встреча американской, украинской и европейской сторон. После этого, пишет Wall Street Journal, если все стороны согласятся, предложение будет передано Москве. Вместе с тем в Кремле сегодня заявили, что поддерживают позицию США о том, что Украина не должна стать частью НАТО. Однако другие пункты предположительного мирного предложения пока не комментировали. Напомню, после визита в Москву спецпосланник Трампа Стивен Уиткоф заявил, что вопрос мира упирается в вопрос 5 территорий. Он не уточнил, о каких именно регионах идет речь, но, судя по последним заявлениям России, это не только Крым, но и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. О том, чтобы признать их российскими, в мирном предложении США, как пишет Wall Street Journal, речи не идет. Репортаж Валентины Васильевой. Европа также озабочена и действующим военным союзом между Россией и Белоруссией, чей диктатор Александр Лукашенко постоянно грозит соседним странам военными мерами. Накануне стало известно, что этой осенью, в сентябре, в Беларуси пройдут совместные учения с Россией «Запад-2025», в которых примут участие до 100 тысяч военнослужащих. Подробности у Алексея Горбачева. В сентябре 2025 года Россия и Беларусь проведут совместные военные учения «Запад-2025» на территории Беларуси. Эти маневры вызывают серьезные опасения в НАТО и особенно у соседних стран Балтии и Польши, которые опасаются, что Беларусь может быть использована Россией как плацдарм для возможной агрессии. Опасения Альянса обусловлены несколькими факторами. Во-первых, количество участников учений значительно выросло. Согласно информации белорусского оппозиционного медиа «Зеркало», со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, в маневрах примут участие около 100 тысяч военнослужащих. Это в 8 раз больше заявленного ранее. Во-вторых, сценарий учений «Запад-2025» во многом повторяет сценарий российских учений в 2022 году, которые предшествовали полномасштабному вторжению России в Украину. Замглавы Международного центра по противодействию российской агрессии Дмитрий Громаков подчеркнул, что Беларусь снова рискует превратиться в источник угроз для соседних государств. Белорусские власти заявляют, что учения несут исключительно оборонительный характер и никому не угрожают. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что цель маневров – повышение боеспособности белорусских войск и взаимодействие с российской армией. Однако генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов дать сокрушительный ответ, если Россия или Беларусь предпримут агрессию против Польши или стран Балтии. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сообщил, что вооруженные силы страны пристально отслеживают ситуацию и готовы отреагировать на любые изменения в регионе. Военная разведка Литвы считает текущий риск войны со странами Балтии небольшим, но отмечает, что Беларусь, теряющая остатки
остатки суверенитета, все чаще копирует российские подходы и увеличивает военную мощь, что в перспективе может угрожать ее западным соседям. Эксперт Владимир Жигарь из организации «Белпол» также подчеркнул, что Беларусь становится серьезной военной силой. По его словам, к 2028 году страна сможет производить значительные объемы вооружений и модернизировать российскую технику. Как пишет «В настоящее время», военные аналитики не исключают возможности глобального конфликта России и НАТО примерно через 3 года, подчеркивая, что это зависит от будущих решений США относительно своих войск в Европе и условий урегулирования войны в Украине. Страны Балтии значительно увеличили военные расходы до 4% ВВП, став одним из лидеров Альянса по уровню вложений в национальную оборону. Алексей Горбачев, Радио Вашингтон. Вернемся в США, где нарастает критика как внутренней, так и международной политики действующей администрации, при том, что и сторонников у нее остается немало. Свыше 3 миллионов человек вышли в США на общенациональную акцию протеста в минувший уикенд. Демонстранты критиковали администрацию Трампа за то, что она, по их мнению, нарушает гражданские и конституционные свободы, увольняет тысячи госслужащих, а также угрожает прекратить посредничество в войне в Украине. О митингах в Нью-Йорке в материале Нины Вишневой. Несколько уикендов американцы выходят на акции, известные в США как 50-501. Это число сокращение. 50 протестов, 50 штатов, единое движение. Нынешний политический протест особый, приурочен к 250-й годовщине начала войны за независимость Соединенных Штатов. Неудивительно, что у многих демонстрантов в Нью-Йорке в руках флаги Украины, страны, которая прямо сейчас отстаивает собственную независимость и свободу. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, почему вы здесь с украинским флагом. Я бы не хотела называть свое имя. Просто скажу, украинская борьба за демократию – это всемирная борьба за демократию. Совершенно ясно, кто агрессор в этой войне. Украина и Зеленский сражаются не только от имени Украины, но и от имени всего демократического мира. И, кстати, я заказала этот флаг в Харькове. Джон Уоллет пришел на акцию с приятелями. У них в руках плакаты «Нет королям», «Импичмент Трампу». У самого Джона американские и украинские флаги. Я здесь, чтобы остановить большую ложь и все действия Дональда Трампа. И еще я поддерживаю Украину в том, что они делают. Зеленский действительно все делает правильно, а Дональд Трамп просто отвратительно ведет себя в овальном кабинете. Украина, несомненно, заслуживает лучшего. Украинцы борются за конституционные права для всего мира. Я никогда не поддерживал войну, но с борьбой Украины я согласен. Я бы выступил против любой войны, кроме той, которую ведет Украина. Чарли Дональдсон, отставной военный, говорит, у его семьи никогда не было родственников в Восточной Европе, но он также выражает свою полную поддержку народу Украины. Я служил в армии США 3 года до отправки во Вьетнам и знаю, что делает война. С Украиной нельзя обращаться так, как с ней обращаются. Президент Трамп говорит, что может отказаться от мирных усилий по России и Украине, если не будет прогресса. Дело не в деньгах, а в жизнях людей. Украинцы пытаются стать свободным народом. Моя дополнительная специальность на бакалавриате была по русистике. Я, правда, забыл свой русский, но пытаюсь учить украинский. И при всем уважении к русским, чем больше я о них узнаю, тем меньше они мне нравятся. Только в Нью-Йорке на разных площадках мегаполиса было запланировано около 30 масштабных акций. Главный марш под барабанный бой прошел на Манхэттене от главного здания Нью-Йоркской публичной библиотеки к Центральному парку. Маршрут пролегал мимо башни Трампа. Там находится пентхаус, в котором президент останавливается, когда приезжает в Нью-Йорк. Но нью-йоркских протестов президент США увидеть не захотел, равно как и митингующих у своей резиденции в Вашингтоне. Уехал в свой гольф-клуб в Вирджинии. Похоже, это уже стало традицией. Америка протестует, Дональд Трамп играет в гольф. Рассказывала Нина Вишнева.
Последний материал нашего выпуска о главной и очень печальной новости для христиан-католиков всего мира, да и для многих других. На 89-м году жизни после тяжелой болезни умер Папа Римский Франциск. Понтифик, до восхождения на Ватиканский престол 12 лет назад, носивший имя Хорхе Марио Бергольо, был первым латиноамериканцем и первым иезуитом в сане папы всех католиков. Он искренне пытался принести мир бедным и угнетенным, однако многие считали его действия недостаточными, а заявления нерешительными. О том, как в Украине отреагировали на смерть понтифика, а также о заявлениях папы об Украине, расскажет Ксения Туркова. Папа Римский Франциск ушел из жизни в пасхальный понедельник. Буквально за сутки до этого, 20 апреля, он вновь появился перед верующими после долгой болезни. В своей праздничной речи понтифик вспомнил Украину. Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Пусть в этом году Пасха также будет поводом для освобождения военнопленных и политзаключенных. Такой текст зачитал помощник Папы Римского, сам же он произнес только приветствие. Украинские чиновники выразили соболезнования по поводу смерти понтифика, отмечая его поддержку Украины. Владимир Зеленский напомнил, что Франциск молился за мир в Украине и за украинцев. Многие украинские чиновники встречались с папой лично. Особая благодарность папе Франциску за лечение украинских детей в Ватиканской больнице. Ценим все, что папа Франциск сделал для нашей страны, написал премьер Денис Шмыгаль. Стоит напомнить, что в гуманитарном плане Ватикана, опубликованном в прошлом году, первым пунктом стояло возвращение похищенных Россией украинских детей. Вторым – обмен всех военнопленных. Ватикан не раз участвовал в процедуре возвращения детей на родину. Также при посредничестве Ватикана удалось освободить из российского плена 2 украинских священников. В то же время высказывания папы не раз давали повод для дискуссий в Украине и порой вызывали непонимание. 15 декабря 2024 года во время молитвы на острове Корсика папа Франциск назвал украинцев и россиян двоюродными братьями, призвав их к примирению. А в марте прошлого года в интервью швейцарскому телевидению понтифик заявил: «Нужно мужество поднять белый флаг и вести переговоры». Многие в Украине восприняли это как призыв к капитуляции. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров напомнил, что папа Франциск всегда высказывался в общем против войны, однако избегал прямого обвинения России. Чубаров также отметил, что понтифик не высказывался непосредственно относительно статуса Крыма после его оккупации России в 2014 году. Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, призвал не расценивать противоречивые высказывания папы как отказ от поддержки Украины. Папе Франциску выпала непростая миссия в сложные времена для мира и для церкви. Он нес ее так, как мог, как считал нужным. За эти годы было по-разному, не всегда так, как нам хотелось, написал Садовый, но Украина оставалась для него важной. Верю, что папа искренне сопереживал Украине, даже если проявления этой поддержки не всегда были очевидными, заключил мэр Львова. Этим материалом Ксении Турковой мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Что происходит?», подготовленный журналистами «Радио Вашингтон». Если вы следите за событиями в Украине и за тем, как США и остальной мир реагируют на российскую войну в этой стране, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Большое спасибо за внимание и до встречи.